Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Сегодня рисуем корейский ханбок, национальное традиционное женское платье, а также ветви ивы, склонившиеся над водой. Мы начнем с женской фигуры, с ее прически. Я набираю на тонкую кисть черную краску, не тушь, а краску. И я делаю отпечатки, ставлю кисть, а затем протаскиваю ее в нужном мне направлении. Сейчас я буду прорисовывать шиньоны, которые носили женщины во времена Чосона в Корее. Как я это делаю? Я ставлю кисть и опять же протаскиваю ее, но загибая в нужном мне направлении. Достаточно мелкие детали, нужно быть аккуратным, поэтому кисть мелкая. Просто повторяйте, как я это делаю. Очень похоже на косичку. И таких шиньонов на голове у женщин было много. Они укладывались слоями друг на друга. А затем они закреплялись очень красивыми заколками, для которых я оставила пустое место, которое я прорисую потом. А сейчас мы нарисуем лицо. В отличие от западной живописи, мы не будем делать никакую детальную прорисовку и даже оттенок кожи наносить не будем. Мы просто зададим контур лица, его овал, наметим шею. Все это я делаю кончиком кисти, просто проводя нужные мне линии. Также я намечу воротник, который у корейского платья очень красивый, и это его во многом отличает от других национальных костюмов, а также ленточку, которая будет показываться из-за угла. Нос просто контуром, просто обозначим его, а также глаза, 2 точки и небольшой загиб, контур глаз. И также брови, 2 дуги, кончиком кисти, все тоже черной краской. И губы. Я просто ставлю точки. Я набрала достаточно водянистый, розовый, даже коралловый, и просто поставила 2 точки. Они растеклись, так как бумага у меня легко впитывает, и образовали губы. Далее я набрала красный цвет, достаточно светлый и на кончик более активный. И мазками начинаю прорисовывать жакет, который надевается кореянками сверху, поверх юбки платья, похожего на сарафан, на русский сарафан даже. Какими мазками я это делаю? Я ставлю кончик кисти, а потом прижимаю кисть наполовину или целиком и провожу нужные мне линии, овальные, с загибом или прямые, мазок за мазком. Это и отличает азиатскую живопись. Это живопись мазка, даже можно сказать одного мазка, как правило. Здесь ничего не поправляется и, как правило, не дополняется. Теперь я рисую юбку нижнюю платья. Я набрала голубой и на кончик более активный синий, и также мазками прорисовываю платье, прижимая кисть целиком или только ее кончик. Местами я оставляю сухие пробелы, поскольку моя кисть у самой пяточки суховатая, прижимая ее, я делаю такие пробелы, когда прижимаю ее целиком. У корейского платья оно с запахом. Этот запах видно сзади, и я хочу выделить это место, поэтому его я прорисовала отдельной линией. Теперь нижнюю юбку, которую видно из-под платья, я набрала достаточно светлый фиолетовый водянистый, так чтобы он легко растекался, и мазками от кончика кисти, затем прижимая ее, я прорисовываю нижнюю юбку, а также ее кусочек, который видно будет из-под запаха, просто кончиком кисти. А теперь очень красивые корейские туфельки. У них очень выгнутый носик. Его я наметила просто зеленой точкой, а потом провела красную линию от этого носика к платью. Сейчас я прорисовываю заколки, которые носили кореянки. Я просто наметила точками друг напротив друга, ставя их по кругу, как бы цветы. Сейчас вернулась к ботиночку.
Я просто взяла черную краску, сделала контур и подрисовала тонкой линией подошву и также каблук, просто тонкие линии. А сейчас прорисую и саму ногу. Далее камни. Как я рисую камни? Просто наметила их контур кончиком средней кисти темным коричневым цветом. А сейчас я буду ставить точки и отпечатки, которые будут легко расплываться по бумаге, поскольку я набрала достаточно водянистую краску, разбавив ее водой, и моя бумага обильно впитывает влагу, поэтому она органично растечется по ней. Точно так же я продолжаю рисовать и остальные камни. Задний план, он в принципе не должен быть детально прорисован, поэтому здесь я начинаю камни намечать уже просто точками, пятнами и какими-то цветовыми линиями. И также я делаю его более темным и расплывчатым, просто оставляя отпечатки кисти. Теперь немного также отпечатков я поставлю и на остальных прежде нарисованных камнях. Опять же, краска водянистая и легко и органично расплывется по бумаге. Теперь начинаем заполнять фон. Я буду это делать одним и тем же мазком, просто оставляя отпечатки кисти, прижимая ее целиком от кончика до пяточки к бумаге. Так я буду заполнять фон для земли и точно так же потом для воды. Просто буду менять оттенки зеленоватого, коричневатого. Почему я работаю средней кистью, а не большой? Ведь, казалось бы, так будет быстрее. А потому что формат у рисунка тоже маленький. Если я буду оставлять большие отпечатки, то это будет смотреться не так органично и естественно, как если я буду делать это средней кистью. Как вы видите, я активно меняю цвет на кисти и беру его достаточно разбавленным водой, чтобы отпечаток как можно более расплывался и сливался с соседним пятном и образовывал промежуточный слой цветовой. Краски будут смешиваться между собой, между цветовыми пятнами, которые оставлены друг рядом с другом. Аккуратно ставьте отпечатки близко к основной фигуре. Если ваша бумага также впитывает влагу, как и моя, то она будет постепенно все больше и больше растекаться по ней в стороны, а соответственно может затронуть соседний рисунок. Поэтому около фигуры будьте весьма аккуратны. И еще немного зеленого вверху, где будет находиться дерево, а точнее нам будут видны только его ветви. Но тем не менее мы должны как-то заполнить этот фон. Но здесь я совершенно делаю это разбавленно и даже снижая динамику цвета. А теперь водная гладь. Водную гладь я не буду заполнять целиком, так как я делала это с почвой. Я буду оставлять отпечатки кисти только в некоторых местах, а какую-то остальную часть я оставлю белой и не буду трогать там лист. Для того, чтобы обозначить гладь. Как если вы посмотрите на воду, то вы увидите, что в каких-то местах она совершенно кажется белой. Как бы водная рябь получается у нас. Кверху я беру более темный оттенок синего, а к низу и к самой фигуре более светлый и около фигуры более насыщенный и более яркий, чтобы глаз
тянулся именно к ней, потому что это и есть центр нашей композиции, поэтому он настолько детально прорисован. Главное здесь – это наша дама. Поэтому активный синий около нее я ввожу теми же самыми точками. Затемняю задний план, и там я нанесу немного отпечатков коричневого и даже оранжевого. Там будут как бы опавшие листья, которые собрались у бока этого пруда. Водная гладь заполнена. Теперь я распушу свою кисточку, сначала высушу ее об салфетку, которая впитает всю влагу, а потом распушу ее руками. И так очень быстро и легко я кое-где намечу траву, в основном около фигуры нашей дамы, чтобы, опять же, как я уже говорила, глаз тянулся именно к ней. Я буду менять оттенки и на кончик сажать краску, и этим распушенным кончиком буду двигаться снизу вверх. Я могу делать либо короткую траву, либо длинную, тогда просто мазки будут длиннее, как мне больше нравится. А теперь мы приступаем к украшению платья. Мы будем наносить на него узоры. Я буду рисовать пионы, но, конечно, не так, как мы с вами рисовали их раньше, а просто оставляя точки. Там бумага еще достаточно влажная в этой части, и каждая точка будет растекаться очень красивым пятном. Я сначала набрала белый, а потом немного розового и оставляла точки. Но точки как? Они должны располагаться по кругу и напоминать по форме цветок, когда вы смотрите на них в общем. Затем я беру синий цвет и буду рисовать также точками синий цветок. А затем фиолетовый, который будет выглядывать и из-под запаха юбки. Точно так же точками. В мазках ничего не меняется, точки только будут либо больше, либо меньше. Значит, я ставлю только либо кончик кисти на бумагу, либо немного более его прижимая, оставляя как бы капельку, отпечаток. Еще один пион. И я думаю, что будет еще один. А теперь давайте нарисуем немного зелени, чтобы обрамить наши цветы и тоже выделить их на самом платье, а сами же цветы будут выделять наше платье. И рисунок будет уже не таким скучным, а станет интересным. Если у вас будет возможность, время и желание, обязательно посмотрите, каким бывает ханбок, это национальное платье, какими узорами оно может быть украшено. Невообразимое многообразие узоров и типов узоров. Самое красивое платье, которое я видела в жизни, это ханбок. Оно настолько простое по крою, но настолько изящное и смотрится очень красиво. Сейчас я нанесу желтые точки в центрах цветов. Я просто касаюсь кончиком кисти бумаги и оставляю желтые точки. А сейчас изумрудным зеленым я поставлю несколько точек на заколках, и они будут казаться, как будто бы они из нефрита. Очень любили в Азии нефрит и делали из него очень красивые украшения. А сейчас немного узоров на верхнем жакете. Я просто поставлю 5 точек по кругу, рисуя как бы вишню, так как ее изображают в азиатской живописи. А затем поставлю около них несколько капелек, также белым цветом, чтобы обозначить листья.
Так я нанесу узор на рукава, а затем немного сверху на жакет около воротника. Точно так же 5 маленьких точек по кругу, прорисовывая как бы цветок вишни, несколько рядом, и затем точно так же отпечатки капельки, чтобы обозначить листья. Цвет очень быстро впитался, так что я нанесла его слой на слой дважды. И еще немного белых точек около нефритовых заколок, чтобы это казалось белыми жемчужинками, как будто бы листья у этих нефритовых цветов белыми точками, жемчужинками. И еще немного украшений, тоже заколок. Белыми точками, опять же по 5 штук по кругу, я обозначу еще несколько заколок, которые тоже будут изображать собой вишню из жемчуга. А теперь приступим к контуру. Чтобы наш рисунок приобрел особую изящность, мы подчеркнем формы контуром. Я беру черную краску, не тушь, потому что тушь будет очень сильно растекаться, и малой кистью, тонкой кистью, самым кончиком я просто обвожу нужные мне контуры, которые я хочу подчеркнуть. Сначала жакет, а потом сверху вниз, переходя на нижнее платье, юбку. Не нужно прорисовывать очень много линий, просто обозначим несколько контуров, которые подчеркнут, что это платье, его формы и складки. Также обозначим и нижнюю юбку. Обведем ее контуром. И очень важная деталь корейского платья, которая отличает его от любого другого, это сборки складки, которые придают ему пышность и А-образную форму. Прямо около груди, точнее под грудью, мы обозначим эти самые складки, сборки. И последняя деталь нашей композиции, которую мы тоже достаточно детально прорисуем, так же как и нашу леди, потому что две основные самые темы нашей композиции – это ветви ивы и дама. С дамой мы закончили ветви ивы. Набираю темно-коричневый на среднюю кисть и самым кончиком прорисовываю дугообразные линии, которые насажены друг на друга. Сначала одну дугу, потом на нее почти к самому кончику насаживаю другую. И так по 3, а иногда и по 4, которые свисают и тянутся к воде. Ива – это дерево, которое у меня неотъемлемо ассоциируется с водой и обязательно растет в парках, около прудов и заводей. Итак, несколько ветвей. И переходим к листве. Сначала набираю светло-зеленый и, ставя кисточку кончиком к бумаге, а затем прижимая и очень быстро поднимая воздух, я оставляю отпечатки. Они рисуются очень быстро. Листья в природе, они динамичны, они не статичны, они постоянно меняются в движении. То подул ветер, то что-то изменилось, погода или сели птицы. Поэтому листья, они постоянно меняются, и они очень динамичны, и движениями их рисуют такими же. Оно рождается еще буквально в воздухе и заканчивается тоже в воздухе. Это движение. Я заношу кисть, касаюсь сначала точкой, потом прижимаю и поднимаю снова в воздух. И так рождаются листья.
Сначала светло-зеленым оттенком я нанесу на ветви таким движением листья сверху вниз, поочередно, не друг напротив друга, а немного чередуя. А теперь я введу какой-то другой оттенок зеленого, более темный, и пройдусь по всем веткам или избирательно не по всем, а в каких-то местах, и прорисую еще листьев. Листья можно рисовать как сверху вниз, так и снизу наверх тем же самым движением. Как вам удобно, попробуйте и так, чтобы разработать руку. Итак, последние штрихи композиции. Не забудьте, что о работе можно судить, когда она окончательно высохнет. Благодарю вас за просмотр.